Это была моя первая поездка в Египет. Хотела давно посетить Египет, но как-то не решалась. И вот взяла горящий тур и помчалась в Египет, то есть полетела. Курортный город Шарм-эль-Шейх. Остановилась с семьей в отеле «Барон Палмс». И там же взяла тур на однодневную поездку на яхте с несколькими остановками, как обещали нам. Но в итоге я посчитала 6. Это катание на парашюте, банан, стеклянный пол, яхта, экскурсия на яхте, дайвинг и Белый остров Рос-Мухаммед. Или, как все знают, египетские Мальдивы. Ну, в общем, не важно, что нам пообещали, рассказ не об этом. Главные турагенты египетские очень красиво все описывают, мне бы поучиться у них. А я расскажу, как могу, об этой удивительной, но не совсем безопасной поездке на райский остров, но это турагенты так говорят, не я. Забрали нас с отеля утром рано, на мини-автобусе отвезли на пляж на Ама-Бэй. Там покатались мы на бананах, парашюте и получили незабываемое ощущение. Дальше стеклянный пол. Это лодка старая со стеклянным полом. Да, в это время еще гид очень красиво и красноречиво рассказывал о рыбках и море, и при этом не забывая о рекламе каких-то там лекарств, чаев и так далее. Далее была экскурсия на яхте. Яхта трехэтажная, Париж название, чистая и вполне комфортабельная. Сказали снять обувь при входе и шлангом нам помыли ноги, чтобы не пачкали пол. Ходили босиком. Яхту слегка покачивало, и был такой сильный ветерок, но он был приятный и прохладный. Все-таки конец сентября, и лютая жара стала спадать. Это была такая красота, необыкновенно синее море с легкими волнами и множество яхт белых, которые проплывали рядом. Обед на яхте был включен в стоимость, но он меня не впечатлил и даже огорчил. Впрочем, это не испортило мое настроение. Дальше была тщательная инструкция с опытным дайвером на целых полчаса, как себя вести под водой, который явно меня напугал больше, и я не решилась. Страх глубины и неизвестности меня пугает так же, как и некая грубость и безразличие персонала и дайверов, с которыми погружаются люди в первый раз. Я просто поплавала с трубкой для снорклинга рядом с яхтой. Также поступили маленькие дети и те, кто не решился спуститься с дайвером вниз. Впрочем, простое плавание мне тоже кажется не совсем безопасным в открытом море. На вопрос, а акулы здесь есть, конечно, ответ нет, не было и не будет. А верить им, честно скажу, не надо. Им зарабатывать деньги нужно, кормить семью, а пугать туристов, правда, никому не выгодно. Но все же, вопиющая красота моря манит тебя, и не поплавать в теплом море как-то неправильно. А самая последняя остановка у нас по плану была Белый остров. Называют еще египетскими Мальдивами. В общем, не доплыли до острова. Яхта остановилась на 200 метров примерно. Спустили якорь, и гид сказал: все, плывите дальше сами. Я думала, к нам подъедут лодки и отвезут нас на лодке уже до острова. Но не тут-то было. Гид говорит: все, дальше сами добирайтесь вплавь. Здесь, говорит, 50 метров до острова, ничего, оденете, кто не умеет плавать, жилет спасательный или на баллоне, в который зацепились 4 человека, и дайвер, который толкал баллон к острову, при этом покрикивая на испуганных туристов, которые не умеют плавать и тянут баллон в разные стороны. Одела я жилет на всякий случай, так как умею плавать, но не уверена в море, и поплыла. Где-то через 5 метров меня окатила волна. В общем, глаза, нос, рот в соленой воде. Вода очень соленая. Начала щипеть. Далее пыталась плыть на спине, но в общем не рассчитала свои силы. Уверенность начала падать.
отстала от группы. И это навело легкую панику, и меня стало сносить в сторону по течению волной. Тут страх и паника. Думаешь про акулы, про рифы опасные, на которые меня тащит волна и течение. В ту минуту я думала и знала, что ни лодки, ни дайверы не пытаются меня спасать, а только покрикивают: «Женщина, рифы!» Но мне было все равно, я уже повернула назад и решила плыть не до острова, а обратно. Но даже если бы я и доплыла бы до острова, то назад бы точно не смогла, а лодку за мной точно не пошлют. И осталась бы я одна там, на таком райском острове. В общем, шок был, конечно, и я даже после этого ругаться не могла с туроператором. Видимо, они не оплатили за парковку. Вот и пришлось или плывите, или смотрите издалека. Это те, кто остались с детьми, или, как я, остались на яхте и смотрели на остров издалека. И остался такой вот осадок на весь этот тур, который начинался так прекрасно. После позвонила туроператору, который продал нам этот тур, пожаловалась, и что он не предупредил, что нужно плыть самим. Неужели нельзя было это все предупредить, что нужно плыть самим, или бы хотя бы подготовить надувную лодку или баллонов побольше для детей, женщин? У них на яхте нет элементарной аптечки. Одной женщине с Казахстана стало очень плохо после такого заплыва, и ее укачало. Но они ей дали кусочек лимона и сказали: вот и все, что у нас есть. Кстати, турагентство называется Selfie Travel. Вот такой удивительный, но очень опасный Египет. Берегите себя и своих близких. Выбирайте только проверенные туры и не верьте все на слова. И носите с собой аптечку всегда. Ну, а с вами была Наталья.